Давай посмотрим, что ждет на личном фронте. Бои с победой или с поражением, или перемирие, или затишье. Давай смотреть. Давай посмотрим на ближайший месяц. Что тебя ждет, моя хорошая, в личной жизни в ближайший месяц. Мое новое Таро. Улыбка Джоконды, я ее назвала по вашим рекомендациям. Я запускала опрос под первым видео раскладом, который сделан на этой колоде. Ну что, смотри, шут, что-то новое здесь ждет тебя. Что-то новое тебя ждет в личной жизни в ближайший месяц. Давай смотреть, что это. Король жезлов. Мужчина целеустремленный, мужчина темпераментный, мужчина харизматичный, мужчина активный. Если учитывать шута на дне колоды, то, скорее всего, это будет либо новое знакомство, либо мужчина будет молодой. Так что же вас с ним может связывать? Зацепит тебя этот мужчина. Зацепит он тебя через твой ментал, он тебя заинтересует. Тебе захочется ему что-то доказать по пятерке жезлов. Возможно, доказать ему, что такую женщину, как ты, он еще не встречал. Возможно, показать ему, у кого круче яйца, у тебя или у него. Короче говоря, он вызовет в тебе желание конкурировать, доказывать, вступить с ним в какое-то состязание, в какое-то соревнование. Чем может увенчаться это все? Ты таким образом можешь себя опять поставить в какую-то опасную ситуацию. Во взаимодействии с этим мужчиной ты будешь эмоционально вовлечена, но учти, здесь будет история попахивать риском, потому что всегда, когда нами движет желание, смотри, разницу, почувствуй разницу, просто сейчас сконцентрируйся. Когда ты встречаешь мужчину и хочешь обрести с ним покой, уверенность, спокойствие, гармонию, чувствуешь настрой? Чувствуешь, как будут выстраиваться эти взаимоотношения? Это коммуникация хотя бы, знакомство, общение, которое может привести в итоге к таким отношениям. А сейчас почувствуй, я встретила мужчину, который вызвал во мне задор, огонь, желание что-то ему показать, желание сверкнуть какими-то своими гранями, желание шутить, юморить, цеплять его, зацепить его за живое, провоцировать, возбуждать, заводить, да, вот какие взаимоотношения, каков результат может быть, или какова история этих взаимоотношений может быть. Это такой, вот если здесь фильм спокойный, где люди спокойно, гармонично пытаются выстраивать взаимоотношения и стать счастливым дополнением к уже наполненной жизни друг друга, то здесь люди как будто воюют, добиваются, сражаются. Это такая история, где не будет спокойно, где будет нервозно, да, где будет напряженно. Скорее всего, у тебя есть такие внутренние потребности испытать вот такой шквал эмоций. Ну что я тебе хочу сказать? Здесь что-то завяжется, тройка жезлов. И вы будете друг друга стоить. Здесь вы будете друг друга стоить. И здесь будет непонятно, у кого власть над кем сильнее. Или у тебя над ним, или у него над тобой. Это будет такая игра равных партнеров, равных конкурентов. Я бы даже не сказала партнеров, а равных по силе конкурентов. Что же может происходить между вами с этим мужчиной? Угу. В итоге вы можете запутаться, запутать друг друга, и ваши пути дорожки могут разойтись. Почему? Потому что изначально установочка неправильная. Изначальная цель неправильная. Изначальная цель чего-то добиться, что-то доказать, там, за что-то воевать, как бы, да, воевать. Здесь изначально, в общем, это может быть темпераментный роман, в котором вы в итоге запутаетесь, и ваши пути дороженьки могут разойтись. Почему? Потому что разные цели, разные приоритеты. Потому что когда вот что-то уже получилось, представь, ты чего-то уже от него добилась, ты его зацепила, вот так, как и хотела, зацепила его, так же, как он тебя. А дальше что?
а дальше должно что-то из этого родиться. Дальше что-то должно перейти на новый уровень. А у вас, как и у соревнования, была планка, которую вы хотели перепрыгнуть. У соревнования всегда есть вот дистанция и финиш, да, финиш. У отношений финиша быть не должно, да. У отношений финиша быть не должно. Должно быть трасса, уходящая куда-то там вдаль, в неизвестность, да. А здесь получается, когда вы чего-то уже друг другу докажете, когда вы чего-то друг от друга добьетесь, ну, например, что да, мы друг друга зацепили, заинтересовали и так далее. А вот дальше встанет вопрос, а что теперь с этим делать? И вот дальше, похоже, ваши пути дорожки могут разойтись. Но поскольку тебе такая история зачем-то нужна, поскольку твоя душа, твое тело, твой организм, твоя личность вот так реагирует на мужчину, зачем-то твоей душе этот опыт нужен. Тебе потом только останется разобраться, зачем. Давай посмотрим, какие эмоции ты от этого мужчины все-таки можешь получить. Ну, иллюзия. Иллюзия, да? Иллюзия. Хотя ты изначально, если войдешь туда с анализом, который я тебе уже только что дала, что у тебя какая-то потребность именно не выстроить с ним гармоничные взаимоотношения, а вот что-то добрать, какую-то уверенность в чем-то, какое-то убеждение, которого тебе не хватает, например, да. Что-то ты через взаимодействие с этим мужчиной хочешь для себя взять, то, чего тебе не хватает. Какой-то уверенности, какого-то... Слова повылетали, девчонки, пишите слова. Пишите мне слова. Добрать чувство уверенности в себе какое-то, может быть, чувство самодостаточности, может быть, добрать какого-то смысла. И вот я тебе хочу так сказать. Если до начала момента построения взаимоотношений с мужчиной ты свои смыслы не нашла, не определила в этой жизни, да, что тебя наполняет, радует и как бы ты хотела именно жить. Иногда ты можешь не знать, чем конкретно заниматься, но хотя бы как проводить свои дни, при том, чтобы это тебя позитивно наполняло. Каждый человек уже во взрослом возрасте в состоянии к этому пониманию прийти. Так вот, если ты себя до начала взаимоотношений не наполнила этим смыслом, то смыслы ты будешь искать в отношениях с мужчиной. А это всегда проблемка, потому что у каждого человека должны быть свои смыслы. И гармонично могут выстраиваться отношения двух людей, у которых смыслы похожие, или они могут симметрично соприкасаться, или они могут взаимодействовать, но выстраивать отношения для того, чтобы вот у меня нет смыслов, да, дай мне какие-то смыслы за счет этих отношений, я как курочка поклюю. Так не получится, как правило. Не знаю, зачем вам была эта информация. Я думаю, что все вы, кто смотрят меня, смотрят мои расклады, и я сейчас не имею в виду внешность, вы по раскладам чувствуете и понимаете, что во мне идет трансформация. Каждый человек, даже уже найдя свой путь, так скажем, да, то, чем он хочет заниматься, да, вот говорю, видите, шею чешу, здесь блоки, это эго, это эго. Каждый человек, если он живой человек, если он человек осознанный или хотя бы стремящийся к осознанности, он будет находиться в трансформациях все время. Поэтому я сейчас в трансформациях, вы это видите по моим раскладам, по моей подаче. Здесь уже больше идет, меньше выкладки карт, больше психологии, да. То есть, достав там 1-2 карты, я вам могу уже обговорить, озвучить, разобрать какую-то психологическую ситуацию в вашей жизни, какую-то психологическую установку, какие-то дать вам, рассказать вам, показать вам какие-то смыслы происходящих историй в вашей жизни. Кто досмотрел это видео до конца, мне будет очень интересно послушать ваши умозаключения по поводу полезности моей подачи. То есть вот для вас расклады раньше были интереснее и комфортнее, да, мои, и как бы интереснее и комфортнее к просмотру. Или сейчас, допустим, они, может быть, стали менее комфортными, но зато более полезными в плане для вас, как для... Есть на чем подумать для самопроработки. Мне вот очень будет интересно послушать и комментарии, и замечания, и высказывания. Все, всех вас обнимаю. С вами была Алена. Пока.